Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. А это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком. Это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, то предлагаю сделать это прямо сейчас. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на все мои социальные сети, а также на мои личные контакты есть в комментариях под любым видео на канале. Друзья, у нас также есть второй закрытый канал на Бусти. Слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти и за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок-контент и те расклады, которых нет и не будет здесь, на YouTube-канале, потому что YouTube их может заблокировать. И я благодарю всех тех подписчиков, которые уже с нами на закрытом канале на Бусти. Вы помогаете нам становиться лучше, расширяться. Благодаря вам мы создаем много новых видео-раскладов, о которых невозможно молчать, но которые нельзя публиковать здесь по причине цензуры. Ваши имена и ники сейчас появятся на ваших экранах. Друзья, благодарю вас за то, что вы есть у нас. Напоминаю вам о том, что у меня есть личные расклады, обряды, я провожу обучение на картах Таро, и также у меня есть обучение на рунах. Мы делаем обрядовые свечи своими руками из натурального воска. По вопросам обучения, за обрядовыми свечами, за обрядами и личными раскладами прошу обращаться ко мне в личку. А сегодня у нас карты «Безумной Луны» Патрика Валенса. Здравствуйте, карты! И поговорим мы с вами сегодня о семье Агаларовых. Вы все меня просили сделать на Эмина и на его отца Араза, так как он является владельцем Крокус Сити Холла. И сегодня узнаем, знали ли действительно Агаларовы о предстоящем теракте, был ли он им выгоден, и раскроем личность Эмина Агаларова и Араза Агаларова. Итак, начнем с Эмина. Эмин — это певец, артист на российской эстраде. Насколько я знаю, заслуженный артист Азербайджана, по-моему, если мне не изменяет память, напомните мне. Характеристика личности Эмина Агаларова. Кто такой Эмин Агаларов по своей сути, по характеристике личности? Что это за человек? Каким человеком является Эмин Агаларов? Каким человеком является Эмин Агаларов? Колесо фортуны. Здесь в колесе фортуны изображена главная мысль. Это фаталити, фатализм. Человек думает, что вот так предначертано судьбой, только так, а не иначе. 10-й старший аркан – это человек манипулируемый, ведомый. Здесь цыганка гадает клиенту и говорит: позолоти ручку. Что тебе расскажу? Рассказывает ему, клиент всему этому верит, говорит: ой-ой-ой, что же мне делать дальше? Ну, то есть человека вводит за нос, да, человека манипулируют, а он и рад, что его вводят за нос. Собственно говоря, вот об этом и карта, да. Карта фатализма, у него есть психологические какие-то проблемы, и он зависим от мнения людей, зависим от мнения старшинства в своем роде, в своем клане, да, то есть Эмин слушается тех, кто старше, и его всегда ведут за руку. Ну, это грубо говоря, да, я не в буквальном смысле, конечно. Он всегда слушает, что ему говорит отец, он то и делает, то и говорит. Если отец сказал надо, значит надо. Если отец сказал, это тебе не нужно, это тебе ни к чему, значит, Эмин этого не делает. То есть человеком буквально манипулирует, и он ведомый. Очень мягкотелый. Человек имеет женские черты характера, возможно, близок к своей матери, возможно, мать очень сильно перелюбила в детстве, но сейчас любит его, да, конечно, и он отвечает ей взаимной сыновьей любовью. Но здесь такая зашкварная материнская любовь, как я ее называю, да, когда уже выплескиваются эмоции через край, когда ее слишком много, когда она до такой степени залюбила сына, что он не может принять самостоятельного решения без нее. Вот об этом говорит колесо фортуны. Колесо фортуны говорит о том, что твой род, колесо сансары, влияет на тебя прямым образом, а ты делаешь все для того, чтобы ему, своему роду, точнее, угодить. Человек интроверт, очень закрытый, любит одиночество, любит почитать книги на философские темы, но очень эмоциональный, но все свои эмоции он таит и хранит в себе. Здесь эмоции, они хотят литься через край, но отец ему говорит: ты не должен эмоционировать, ты мужчина, он не эмоционирует, потому что слушается отца. Вот такая характеристика личности, друзья мои. Еще 10-й старший аркан всегда говорит о переменах. Любит часто путешествовать, где-то бывать, обновления какие-то, что-то новое, что-то постоянно меняет. Меняет женщин, меняет города и страны, меняет рестораны, постоянно какие-то обновления. Возможно, любит менять костюмы или галстуки, да, то есть по этой карте человек может что-то коллекционировать, и у него постоянно меняется коллекция. Вот здесь человек новых эмоций, новых ощущений. Вот такая характеристика личности Эмина Агаларова. Сильная и слабая сторона. Сильные и слабые стороны Эмина. Сильные и слабые стороны Эмина Агаларова. Покажите нам, пожалуйста, карты.
Сильные и слабые стороны. Сильные, слабые стороны Эмина Агаларова. Его сильная сторона. Очень сильный физически. То есть он либо спортом занимается действительно, да, либо тягает что-то тяжелое. Действительно здесь вот про физику. Хорошее, крепкое здоровье. Такое настоящее горное здоровье, да, здесь вот об этом речь. По здоровью все хорошо, десятка это опять обновление, он переходит сейчас в какую-то новую фазу, новую хорошую фазу для себя, возможно, повышение в какой-то должности, повышение в масонстве, я не знаю, еще в чем-то, да, здесь обновление организма идет, как будто, да, для него регенерация его организма сейчас, на данный момент времени. Если говорить о его сильной стороне, как о его сигнификаторе, физически очень крепко слажен, здоров, может тягать большие веса, и ему на здоровье грех жаловаться. Но здесь его сильная сторона. И сильная сторона характера, если говорить о характере, то он может выдержать любые невзгоды. Очень стрессоустойчив, очень не склонен к тому, чтобы плакать, переживать, сочувствовать. Нет абсолютно никакой эмпатичности к чужим людям, именно к чужим людям. И поэтому он способен выдерживать какие-то такие моменты, вот опять-таки в Крокус-Сити Холле, да, люди пострадали, трагедия случилась, он способен выдержать эти моменты, способен показать на людях, на своем лице какое-то сочувствие и негодование, но на самом деле его внутри не ощущает. И поэтому его организм не испытывает никакого сочувствия, никакого сопереживания, соответственно, никакого стресса. Стрессоустойчивый человек с хорошим физическим здоровьем. И это его сильная сторона. Его слабая сторона. Но слабая сторона его женская суть, его женская натура, то, что его порицают за его женскую натуру или за его инфантильность, возможно, да, его слабая сторона в том, что он слишком часто слушает свою маму, возможно, каких-то родственников по женской линии, и его, из-за того, что он слушает свою маму очень часто, его потом порицает и ругает отец. Здесь как раз про инфантилизм. Инфантилизм – это его слабая сторона, что-то сделал, не подумав, куда-то пошел, не подумав, да, пошел там, я не знаю, напился в баре, тоже не подумал, пришел, сделал, натворил каких-то делов. То есть постоянно у него череда каких-то мелких неудач, потом его из этих неудач вызволяют. Такое ощущение, что он любит попадать в какие-то такие передряги. Хотя любит в основном сидеть дома, любит одиночество, однако иногда любит гульнуть, но если гульнуть, то уж на полную катушку. Его потом из-за каких-то передряг вызволяют. Но чтобы его нигде не видели, он нигде не был замеченным в СМИ, его, конечно, вызволяют его родители, родственники, и в основном его ругает и порицает, и наставляет на путь истины его мама. После чего его очень сильно ругает отец, то, что он слишком сильный и слишком часто слушается свою маму, потому что имеет женские черты характера. Итак, его слабая сторона – это инфантилизм. Друзья, следующий вопрос. Чего больше всего на свете боится Эмин? Чего больше всего на свете боится Эмин Агаларов? Чего больше всего? Чего больше всего на свете? Его самый большой страх. Большой, неизведанный, может быть. Чего больше всего на свете? Чего больше всего на свете боится своей мамы, да? Чего больше всего расстроить свою маму? Тут скорее вот по пятерке кубков, все-таки кубки, эмоции, чувства. Больше всего на свете боится расстроить свою маму. Сделать не так, вот как она хочет. Чтобы потом она не страдала, чтобы потом она не переживала. Это, конечно, нормально для сына, да, но здесь это в преувеличенной степени, скажем так. Да, он очень сильно боится расстроить, боится как-то ее раздосадовать, скажем так, да, свою маму. Вот это его самый страшный страх. Чего больше всего боится именно Агаларов. Да, да. Все верно. Тут все, что касается матери. Тут мама имеет какое-то особое на него влияние вот в эмоциональном плане. Да. Больше всего на свете боится этого. Он как оберегает свою маму. Она его оберегает, он ее оберегает, боится расстроить ее чувства, боится то, что она уйдет от него когда-нибудь. Ну, все люди уходят, да, когда-нибудь в иной мир. Вот боится, он ее бережет, как цветочек какой-то, как зеницу ока. С детства, да, все это началось с детства. Зачаточное состояние вот этого ощущения, вот этого чувства, вот эта сильная, невероятная какая-то любовь к своей маме, она родилась еще в детстве. Еще в детстве
было очень много эмоций по поводу своей мамы. То ли мама ему как-то это внушила, да, то, что вот надо любить свою маму, слушайся свою маму. Очень много эмоций по поводу мамы. Чего больше всего на свете боится? Потерять свою маму, боится огорчить свою маму, опечалить ее чем-то, да. Вот здесь вот об этом речь. Это в целом это нормально, да, для сына, но здесь какая-то слишком сильная любовь. И слишком сильный страх ее потерять. Невероятный просто страх. Следующий вопрос. В чем заключается личное счастье Эмина Агаларова и в чем заключается его личная драма? В чем личная драма Эмина Агаларова? В чем счастье Эмина? В чем заключается счастье Эмина Агаларова? В чем счастье и в чем его личная драма? В чем счастье? Девятка мечей. Страха нет. Здесь почему положительно я читаю эту карту? Потому что мы спрашиваем, в чем счастье. Нет страха, нет боли, нет эмоций. Я говорю, не эмпатичный человек к чужому горю. И в этом мое счастье. Я могу не видеть, что происходит вокруг меня. Надо мной как будто бы золотой купол, и меня никто не трогает. Почему? Потому что у меня есть особое предназначение в этой жизни. Мое счастье в том, что меня не трогают абсолютно ничьи эмоции, ничья тревога, стрессоустойчивый я достаточно человек, да, еще раз повторюсь. И девятка мечей, я стою на месте, я могу стагнировать и ничем не заниматься, но меня все равно продвинут. Вот в этом мое личное счастье. То есть я могу вообще ничего не делать и ни к чему не прикладывать руку, я могу не бояться стоять на месте, но меня все равно продвинут вперед. И личное счастье еще в том, что я не эмпатичен к чужому горю, к чужим страданиям, к каким-то чужим эмоциям. Я не просыпаюсь в холодном поту и не думаю, что же я такого наделал. У меня нет совести. И в этом мое личное счастье. В чем его личная драма? Туз мечей. Сейчас приходится обороняться. Вот на данный момент времени по тузу мечей сейчас какие-то слухи, какие-то доводы. Он очень не любит слухов про себя. Он очень любит, когда общество говорит про него только хорошее. Ему сейчас по тузу мечей приходится обороняться от кого-то, от чего-то, от слухов, от СМИ, от интернет каких-то баек, да, то, что сейчас о нем говорят. И это ему очень не нравится. Он очень сильно эмоционирует от этого. Хотя он стрессоустойчив, друзья, он очень сильно эмоционирует на то, что про него говорят. Он в какой-то степени нарцисс, страдает нарциссизмом, и ему необходимо подпитываться положительными эмоциями о себе. Если о нем говорят хорошо, в хорошем ключе, то все, он счастлив. Если нет, то он начинает строить оборону, строить крепкую стену. Ему сейчас не нравится то, что происходит в его жизни в данный конкретный момент. И в этом его личная не то чтобы драма, не то чтобы трагедия, а ему просто это очень сильно не нравится, он от этого паникует, он не может расслабиться. И он не может не думать об этом, потому что не эмпатичен он к чужому горю, к чужим каким-то сопереживаниям, но он безумно эмпатичен, конечно же, к себе, к своим переживаниям, потому что он страдает нарциссизмом, да, и по тузу мечей это видно. Следующий вопрос. Правда ли, что супруга Муслима Магомаева, Тамара Синявская, на 35-летие Эмина подарила ему перстень, который 30 лет носил на себе Муслим Магомаев? С чего это такие почести? Хочется спросить. Почему именно Эмину подарили перстень Муслима Магомаева? И правда ли, что действительно подарили этот перстень, да? Правда ли, что перстень Муслима Магомаева сейчас находится у Эмина? И то, что ему подарила этот перстень Тамара Синявская. Правда ли это? И почему именно Эмину подарили этот перстень? Во-первых, да, действительно, король кубков носил очень долгое время, но короля кубков сейчас нет, да, то есть вот здесь пентакли ушли в огонь. Как короля кубков сейчас нет, да, нет в живых его. Он относил свое, он свое отработал. Тут по 8 пентаклей. Король кубков, водного знака зодиака человек, либо который любил покутить, погулять. Вот король кубков здесь 30 лет, действительно, Муслим Магомаев действительно 30 лет носил этот перстень, и действительно по положительным картам здесь Эмину этот перстень подарили на какой-то гулянке. Король кубков это обозначение гулянки еще какой-то, да, и действительно у Эмина было 35-летие, и при всех ему Тамара Синявская подарила этот перстень. Хорошо. Почему именно Эмину подарили этот перстень?
Просто хочется выяснить, да? Здесь, знаете, знак такой, не то, что вот я тебе дарю этот перстень, возьми, он мне так дорог был, и ты мне так дорог, я тебе дарю, потому что я хочу сделать тебе приятно. Нет, а просто потому, что Тамара Синявская понимала, что Эмину необходимо подарить этот перстень и как-то подлизаться, понимаете, вот как мимикрия, вот как-то как подлизываются под него, понимаете, знаете, как кому-то, когда дарят подарок, чтобы, как вам объяснить-то правильно, друзья мои, ну, подлизаться это очень такое грубое слово. Ну, возьми мой подарок, только не делай мне плохо. Вот ощущение такое, что она то ли как боится его, то ли для того, чтобы он что-то для нее сделал, перейти во что-то новое, да, вот что-то должен был Эмин сделать для нее, для Тамары Синявской, что-то семья Эмина должна была сделать, а этот подарок как вот, ну, возьми, но только ты мне вот сделай тоже, пожалуйста. Знаете, вот как мимикрия, подстраивание под человека, как подлизаться действительно под человека, да, вот это было для этого сделано. Только не делай со мной вот этого, или только сделай мне вот то-то, то-то, понимаете, да, то есть что-то от него хотела. В любом случае это меркантильный интерес. Когда ты даришь не от души человеку, а когда ты имеешь какой-то свой меркантильный интерес, ты даришь человеку потому что. Здесь вот об этом речь. Какие-то виды жена Муслима Магомаева имела вот на семью Агаларовых. Ну, я думаю, что тут не про Эмина речь, а все-таки про его отца, да. Замазаться нужно, подмазаться нужно к сыну. Хорошо. Заключал ли Эмин Агаларов договор с темными силами? Заключал ли Эмин Агаларов договор с темными силами? И самостоятельно он заключал, или кто-то за него заключил? Заключал ли Эмин Агаларов договор с темными силами? Здравствуйте. Конечно, да. Самостоятельно заключал или за него заключили? Дьявол сразу у нас, да, не дремлет. Естественно. 15-й старший аркан. За него заключили или он сам заключил? Посмотрим. За него заключил отец, король Пентаклей, тот, кто выше его. А по пятерке Пентаклей он об этом не знал на тот момент, когда отец заключал за него темный договор. Отец заключил за него темный договор, когда ребенок был, ощущение такое, то ли в утробе, женщина держится за живот, да, то ли когда он был в утробе, когда еще ничего не мог даже знать, да, когда он был в процессе. Двойка жезлов – это процесс, когда ребенок только рождается, двойка жезлов и двойка кубков, когда он находится в животе, либо рождается ребенок, и тогда он заключал договор с темными силами, его отец король Пентаклей, тогда, когда по пятерке Пентаклей его еще и в помине не было, и он, Эмин, не мог ничего знать об этом договоре. Да, карта двойка Пентаклей, карта мошенничества, карта того, что отец либо обманул его, либо не рассказал ему тогда, когда нужно было это рассказать. Рассказал ему слишком поздно, карта мошенничества, я тебя обманываю, я тебя перехитрил, я обхожу, я прыгаю через голову, как бы я тебе не говорю о том, что я заключаю за тебя темный договор. Отец заключил за Эмина темный договор. Хорошо. Условия этого договора. Условия договора, которые Арас Агаларов заключил за своего сына Эмина Агаларова. Ты мне, я тебе. Тут тройка пентаклей еще может, как, знаете, ты мне, я тебе, кого-то в жертву принести, да, то есть вот здесь кровь даже капает с человека. Что-то отщипни мне от человека. Что-то дай мне от человека. Это либо жертвоприношение какое-то. Сейчас, друзья. Условия договора, темного договора Эмина Агаларова. Да, ты мне что-то дай. Я тебе дам деньги, я тебе дам пентакли, а ты мне по мечам, мечи и карты дурака. Как, знаете, как приманка какая-то. Приманка для людей, которых нужно убить.
Условия договора: ты мне что-то дай от человека, отщипни мне что-то от человека, что-то дай мне такое, что есть у человека. А я тебе дам восхваление, синдром Бога, то есть тебя люди будут любить, тебя люди заметят, ты будешь на сцене, ты будешь выступать по шестерке жезлов. Я тебе что-то дам, я тебе дам пентакли по шестерке пентаклей, но ты мне что-то вот отщипни, вот что-то человеческое. По мечам, королева мечей, женщина, которая убивает, что-то вот отщипни от человека, от дураков, которые ничего не понимают, разбей им сердце. Что-то плохое тут вот должно произойти, вот что-то Имин должен отдать. И знаете, это как единожды. Что-то вот он единожды должен отдать впоследствии после того, как станет звездой. Что-то человеческое, кусочек плоти, да, здесь хочется сказать, кусочек плоти отщипни мне от человека, от людей, которые в дураках, которые ничего не понимают, но которым ты разобьешь сердце. И это будет твоя плата за темный договор. То, что я тебе даю деньги, то, что я тебе даю славу. Здесь вот об этом речь. Следующий вопрос. Заключал ли договор с темными силами Арас Агаларов? Заключал ли договор с темными силами Арас Агаларов? Да, Иерофант вышел, да? Слуга Иерофанта. Почему слуга? Потому что в кармашке тряпичная куколка, марионетка, за которой он должен следовать. То есть он должен следовать за Иерофантом. Рыцарь мечей и карта Солнца говорит о том, что он должен быть на высоте. Для чего ему нужен был этот темный договор? Я должен вести в танце, я должен быть ведущим, я должен быть на высоте. Помоги мне, Иерофант. Заключение темного договора также говорит о шахматной доске. Война черного и белого, которая длится всю жизнь. Война темных и светлых сил. Я должен быть на высоте, и я должен быть по карте Солнца самый лучший. Условия темного договора избавляли Араса Агаларова от комплексов, избавляли его от ресурсов, которые от него уходили. То есть до заключения темного договора Арас Агаларов работал, и его ресурсы уходили в топку. Он не мог сохранить деньги и сэкономить их. Такое ощущение, что у этого человека проблемы с деньгами с самого детства. То есть он не умеет хранить деньги, он не умеет их экономить. Деньги от него постоянно куда-то уходят, куда-то испаряются. Я не умею контролировать денежный процесс. Девятка отшельник плюс восьмерка пентаклей. Сделал он это для этого, и карта фатализма это доказывает. То есть он был уверен в том, что он не умеет как-то пользоваться деньгами. Я про раз говорю, да, и поэтому он заключил темный договор для того, чтобы денег было много, для того, чтобы они копились, для того, чтобы я был ведущий по карте Солнца. Рыцарь мечей, это тоже положительная в данном контексте карта. Заключил он темный договор с Иерофантом. Иерофант, который помог ему, но он стал марионеткой Иерофанта. Понимаете, да, о чем речь? Здесь вот я хочу много денег, я хочу много власти, я хочу быть на вершине, я хочу вести, быть ведущим в танце, и я хочу, чтобы ресурсы от меня не уходили. Заключение темного договора было. Хорошо, следующее. Какая самая страшная тайна семьи Агаларовых? Я имею в виду Имина, Араза и Ирину, да, его маму, маму Имина. Какая самая страшная тайна семьи Агаларовых? Самая страшная тайна семьи Агаларовых. Сейчас, друзья, мы все вот это обсудим, и потом перейдем к Рокусу уже. Самая страшная тайна семьи Агаларовых. Ну, для того, чтобы много денег было, они обратились прямиком в ад, да? То есть они себе новую жизнь состряпали. Десятка – это переход в новое через чьи-то боль и страдания. Кто-то пострадал из-за них по условиям темного договора. Кто-то должен был из-за них пострадать, они получат деньги. Получат деньги прямиком из ада. То есть они вот с темными заключили договор, и оттуда у них деньги идут. С темного, не со светлого, понимаете, да? И тут королева жезлов еще в чем-то замешана. Тут еще вот, как, знаете, мама. Мама какая-то непростая.
Мама непростая по влюбленным, связанная с чем-то или с кем-то, то ли другой крови какой-то, то ли какой-то другой нации, расы, что-то вот, что-то у мамы в крови. Тут, как знаете, тут мама была подстрекателем заключения этого темного договора. Я поняла, королева жезлов — это главное, я подстрекатель, я главная в семье. Несмотря на то, что отец такой вроде грозный, большой, да, тут мама как главная в семье. Мама что-то неправильное сделала, после чего их жизнь поменялась. Но пострадали люди, а они получили большие деньги. Прямиком из ада, от темных сил. Да, мама знала какого-то иерофанта, как будто бы мама вот какой-то крови, знаете, вот кровь какая-то. Да, эта мама была зачинщиком заключения темного договора и Араза, и Эмина. Потому что мама кого-то знала, у мамы это в роду как будто бы. Знаете, вот у женщины это в роду. Самая страшная тайна это женщина. Самая страшная тайна кроется в женщине у них, в семье. Как женщина главная, женщина за всем бдит, за всем следит. Следующий вопрос. Знали ли Эмин и Арас Агаларовы о том, что в здании Крокус Сити Холла 22.03.24 планируется теракт? И как они к этому отнеслись? Знали ли Эмин и Арас Агаларовы о том, что в здании Крокус Сити Холла 22 марта 2024 года планируется теракт? Знали ли Эмин и Арас Агаларовы, и как они к этому отнеслись? Да, знали. Им какие-то ресурсы придут обратно. Хорошо они к этому отнеслись. Король кубков, человек, который гуляет за чужой счет, у него черные мысли. Почему? Потому что он весь черного цвета. То есть он прям быстрее хочу, быстрее бы это произошло, быстрее бы. Карта звезда — это кто-то отдает свои ресурсы за него. То есть он получает чьи-то ресурсы, как он что-то получает от этого, понимаете? Как какие-то дивиденды, ресурсы, деньги. И он от этого только выигрывает. Но он к этому руку свою не прилагает, он просто получает деньги за это. То есть он знает, но он не участвует в этом теракте, я имею в виду, да? То есть он не участник, он просто наблюдатель, но он знает, что будет. Потому что он с этого, да, деньги, здесь деньги большую роль играют. Здесь деньги, здесь опять жена, здесь женщина опять, как, знаете, как замешана. Королева Пентаклей. Либо королева Пентаклей — это просто доход. Это не женщина, это просто доход, который он получает от кого-то, от какой-то женщины, может быть, да, он получает эти деньги. После того, как Крокус Сити Холл сгорел. Какие-то большие деньги. Большую сумму. Его желание исполняется. Желание исполняется после того, как Крокус Сити Холл горит. Да. Да, он выполняет задания, связанные с темными силами, темные силы, с которыми он заключил договор. Он выполняет это задание, он дает что-то дьяволу, дьявол исполняет его желание взамен. Здесь очень много участников всего этого инцидента, я вам говорила уже в своем раскладе на Крокус Сити Холл. Он не является инициатором, я имею в виду Араза, да, но он является человеком, участвующим так или иначе, потому что он с этого получает хорошие дивиденды, его желания исполняются, и он что-то отдает темным силам взамен денег, понимаете, да? Поэтому да, однозначно они оба знали. Знали не только они оба, но знала вся их семья. Как они к этому отнеслись? Положительно, потому что им необходимы почему-то были деньги. Вот здесь вот как раз следующие вопросы. Мы как раз узнаем, почему им необходимы были деньги. Правда ли, что Крокус Сити Холл построен на кредитные деньги, взятые семьей Агаларовых у Сбербанка? Правда ли, что здание Крокус Сити Холла построили на кредитные деньги? Что-то было накоплено, кстати, по тузу кубков. Что-то было накоплено. Правда ли, что Крокус Сити Холл построили на кредитные деньги, взятые семьей Агаларовых у Сбербанка? Что-то накопили сами, что-то взяли. Заложники ситуации. Рыцарь Пентаклей — заложник банка, заложник ситуации, заложник системы. Взял деньги, но деньги не мои. Что-то накопили, что-то взяли в кредит, действительно, да. А потом тяжело и долго, как будто бы по колеснице, это приходится выплачивать. А выплачивать не хочется тяжело и долго. А сумма достаточно весомая. Да, действительно, деньги кредитные, но наполовину.
Хорошо, следующий вопрос. А правда ли, что в марте месяце 2024 года Агаларовы поменяли кредитора со Сбербанка на Газпромбанк? И по условиям нового перезаключенного договора при чрезвычайной ситуации в зале Крокус Сити Холла, пожара в том числе, происходит перерасчет кредита в пользу Агаларовых. То есть, иными словами, правда ли, что пожар в Крокус Сити Холл был выгоден Агаларовым? Правда ли, что... У меня даже голос кончается, друзья. Такой, кстати, сложный расклад. Я пыталась его начать несколько раз. Я видела, что выходило уже что-то жуткое, но у меня пропадал голос, я снова тушила свечку, я заново начинала. Вот, кстати, у меня не всегда бывает так, что расклад очень тяжелым выходит. То есть у меня даже на Путина как-то так не было, как на Агаларовых. Ну, то есть у меня прям вот голос заканчивается. Это не часто случается. Правда ли, что пожар в Крокус Сити Холле был выгоден Агаларовым? Ну, я уже сказала, да, что он был выгоден. Давайте все-таки вытянем еще несколько карт. Правда ли, что пожар в Крокус Сити Холле был выгоден Агаларовым? Да, конечно, празднуют, пируют. Пир на костях, да? Угу. Опять это женщина, да? Опять женщина в семье. Вот что-то с матерью не так. Каких-то кровей королевских, хочется сказать, да? Выгоден такое ощущение, что они выходят из заключения. 21-й старший аркан мир – это последний в ряде старших арканов, потом идут младшие арканы, и потом, как знаете, душа переселяется. Ну, то есть они уходят в другой мир, уходят в другое измерение, и как будто бы только кредиты выплачивают, что ли, до конца. Тут женщина главная, вот во всей вот этой истории, тут не Арас, не Имин главная, а как жена главная, которая заключила, которая помогала заключать договоры с потусторонним миром. И тут действительно им что-то дали, тут им дьявол что-то дал, то ли как деньги, то ли как ресурсы какие-то, для того, чтобы они вышли из кабалы, для того, чтобы из каких-то долгов вышли, что ли. Понимаете, вот для этого. Поэтому теракт им был выгоден. Правда ли, что в здании Крокус Сити Холла плохо работала пожарная система безопасности? Правда ли, что в здании Крокус Сити Холла плохо работала пожарная система безопасности? Правда ли, что в здании Крокус Сити Холла плохо работала пожарная система безопасности? Да. Как-то прям, вы знаете, вообще вот на кислых щах как-то работала, да, еле-еле. На отвали сделали что-то там по-быстрому, сделать по-быстрому. Двойка пентаклей, как-то вот карта мошенничества. Что-то по-быстрому подкрутить, подвертеть. Все 8 жезлов не горят, 1 жезл только горит, да. Это плохая работа системы, и об этом позаботился король пентаклей. Тот, кто владел этим зданием, собственно говоря, да, это ему было нужно, это ему было выгодно. Он думал о деньгах в тот момент. Он думал в тот момент о деньгах. Начинания, которые не заканчиваются успехом. Туз жезлов. Что-то начали, но не закончили. Ощущение такое, что что-то сделали, что-то поставили там по пожарной безопасности, но не докрутили, не довертели, не досмотрели специально. Потому что так приказал по рыцарю мечей король пентаклей. Потому что ему нужны были деньги, и нужно было собрать эти деньги после этого пожара в Крокус Сити Холле. Он заранее знал и задолго до того, как этот пожар случился. Пожертвует ли семья Агаларовых денежные средства пострадавшим в Крокус Сити Холле? Пожертвует ли семья Агаларовых денежные средства пострадавшим семьям погибших в Крокус Сити Холле? Пожертвуют ли Агаларовы денежные средства пострадавшим в Крокус Сити Холле? Самое главное не выходить на эмоции и делать вид, что тебя нет. А что это такое? Ну, тут такое ощущение, как будто придется что-то дать, да?
Кому-то придется что-то дать. Самое главное делать вид, что как будто бы тебя нет. Но придется что-то кому-то дать, либо кому-то дать на лапу, чтобы это дело замяли. Знаете, вот здесь вот не... Ну, тут семья, тут семьям, да. Тут что-то все-таки получат семьи. Именно от владельцев. Но какую-то небольшую долю того, чем бы они могли поделиться на самом деле. Потому что жадные. Потому что деньги, до денег жадные, у самих мало. Они как-то будут высчитывать, выслеживать, как-то кому дать так, чтобы о нас говорили хорошо. Понимаете, вот здесь о чем речь. Дать, но только так, чтобы потом о нас говорили, чтобы потом о нас в СМИ писали, то, что вот мы поделились своими деньгами, то, что мы семьям пострадавших дали действительно деньги. Не потому, что нам так хочется, а для того, чтобы нас выследили, про нас рассказали, про нас написали, что мы такие молодцы. Правда ли, что Эмин и Арас Агаларовы скоропостижно покинули Россию после теракта в Крокус-Сити-Холле? Друзья, если у вас есть вопросы какие-то по данной тематике, про семью Агаларовых, задавайте их, пожалуйста. Пишите в комментариях, и комментарий, который наберет больше всего лайков, я его обязательно посмотрю, увижу и сделаю шорт-видео, короткое видео на этот комментарий, на этот вопрос. Поэтому задавайте свои вопросы про семью Агаларовых, про Крокус-Сити-Холл. Я обязательно сделаю шорт-видео, самые залайканные комментарии. Они будут отсняты в маленьких видеороликах, потому что большие видеоролики их нужно монтировать, друзья, а маленькие их просто выкладываешь и все, так проще. Итак, правда ли, что Эмин и Арас Агаларовы скоропостижно покинули Россию после теракта в Крокус-Сити-Холле? Вот он как раз теракт. Ну, как укрытие какое-то, знаете, да? Да, скрылись. Вот он теракт, вот они скрылись, вот они залечь на дно, это называется, 4 мечей. Залечь на дно. Скрылись в доме. Сейчас скажу, друзья. Да, из дома никуда не высовывайтесь, как будто вот им как кто-то говорит, знаете. Чтобы из вас нельзя было вытянуть информацию. Вот я поняла, двойка жезлов – это когда ты выкорчевываешь из сухой земли чеснок, когда пытаешься вытянуть из человека информацию, а информации нет, потому что человека нет. И человек интервью особо не дает. И поэтому сиди дома, никуда не выходи, сиди, заляг на дно, для того, чтобы у тебя никто ничего не спрашивал. Да, по десятке жезлов. Как бы тебе не было тяжело, определенное какое-то время придется пересидеть. Вот знаете, тут как специально уехали. Будущее Агаларовых, будущая семья Агаларовых. Будущая семья Агаларовых. Будущая семья Агаларовых. Договорятся полюбовно по поводу каких-то денег. Что-то им вот какой-то большой долг им нужно, вы знаете, как... Да, большой долг, который должны в банк отдать. По поводу этого долга что-то как договорятся. Вот именно из-за этой ситуации они договорятся выплатить нормальный долг. Понимаете, да, эта ситуация им пошла на пользу. Да, они в выигрыше остались по 6 жезлов. Трансформация и переход в новую жизнь. В какую? Здесь получение денег и сразу отдают деньги. Вроде хочется себе оставить, но получают деньги и сразу отдают. Но как будто бы больше денег получают, чем они должны были в банк. Понимаете, да? Вот он кредит. Вот они получают по договору какие-то деньги грязные, которые должны были получить после Крокус-Сити-Холла. Вот они в выигрыше, вот они их получают, отдают обратно в банк, но получают больше, чем нужно было, то есть больше денег, то есть они себе еще оставили. Трансформация, переход в новую жизнь через чьи-то боли и страдания. Понимаете, боли, страдания, люди погибли в теракте.
будущее, то, что они получат деньги, то, что они получат больше, чем нужно было, то, что половину они заплатят кредитов, а половину оставят себе, друзья. Вот такая вот ерунда. Друзья, пишите, пожалуйста, еще раз повторюсь, да, свои вопросы в комментариях. Самые залайканные комментарии будут выходить в шоты видео по Кругу Ситихолу, по Эмину Агаларову, именно по конкретно этим темам, для того, чтобы мы с вами не делали большие видеорасклады. Напоминаю вам о том, что у меня есть личные расклады, обряды, обучение картам Таро, и мы делаем обрядовые свечи своими руками из натурального воска. Друзья, пишите мне в личку, если кому-то нужна будет личная консультация. Я вас очень люблю и до новых встреч!